Ребята, всем привет! Вы на канале Черник Стайл. Сегодня у нас гайд с оптимизацией FK26. Опять выпустили новую часть FIFA. Она, как обычно, не оптимизирована, лагает. Покажу, как настроить Windows, как настроить NVIDIA AP, как настроить игру, чтобы получать плавную, хорошую картинку, особенно в онлайне. Погнали! Первым делом заходим в настройки игры, экран, и в текущий монитор, естественно, выбираем наш основной монитор, на котором мы будем играть. Режим отображения обязательно полный экран для получения минимальной задержки ввода и максимальной производительности. Формат изображения ставим, какой вам удобно. Разрешение ставим максимальное, частота обновления ставим максимальную частоту обновления нашего монитора. У меня это 165 Гц. Также ограничение кадров в секунду можно поставить либо безлимит, либо 165, как у меня, то есть максимальный FPS вашего монитора. Я ставлю 165. В меню тогда будет 165 кадров, все будет плавненько, когда вы будете заниматься трансферами. Когда будет видео вставки, также будет 165 кадров, не будет меняться FPS во время геймплея и вставок. Угловых будет все четко, плавненько. Обязательно вертикальную синхронизацию выключаем, потому что в онлайне это добавляет нам задержку ввода, это нам не надо. Производительность видеовставок обязательно ставим полная частота кадров, чтобы когда у нас геймплей переключается на угловой, либо на какую-то вставку, там карточку нам дают, чтобы у нас со 165 не падал на 60 FPS в игре. Масштабирование рендеринга обязательно ставим 100, то есть соответствующее нашему разрешению экрана. Можно поставить поменьше, естественно, производительность вырастет, но качество картинки станет максимально печальной. Масштабирование динамического разрешения не включаем, потому что во время игры у нас будет меняться масштабирование рендеринга, то качество хуже, то лучше, постоянно разные FPS, это в онлайне не нужно. Целевое значение CS динамического, здесь без разницы, что стоит, потому что мы его здесь отключили. Теперь переходим ко вкладке графика. Ставить как в 25-й, как в 24-й части для онлайна, все ставим на низкое. Обязательно качество фонового затемнения ставим на низкое, потому что оно очень сильно влияет на производительность и есть нехеровый прирост FPS, если мы ставим на низкое. Также можно поставить газон на среднее, и рендеринг можно поставить на среднее, если вы хотите играть карьерку и так далее, будет нормально. Если онлайн, все ставим на низкое. Для понимания, у меня процессор 7950X3D 16-ядерный, видеокарта 5080, и я кое-как получаю свои 165 стабильных FPS, потому что в игре обязательно нужно получать столько FPS, сколько максимальная герцовка вашего монитора. То есть, если будет у меня в игре там 140, 130, уже будет игра ощущаться не плавной, как будто мы играем игроками, у которых гири на ногах. Поэтому старайтесь получать максимальный FPS в игре, приближенный к максимальной герцовке вашего монитора. С настройками игры все, погнали в NVIDIA AP. Заходим в панель управления NVIDIA, регулировка настройка изображения, выбираем расширить настройки 3D изображения, чтобы самим настраивать параметры работы NVIDIA панели. Заходим далее в управление параметрами 3D. Далее, размер кэша шейдеров ставим 10 либо 100 гигабайт, так как по дефолту, по-моему, стоит 5, либо отключено. Чем больше, тем быстрее подгружается кэш, и игра более плавно работает. Далее, заходим в программные настройки, добавляем сюда экзешник FK26, нажимаем обзор, переходим по ссылочке, добавляем FK26. Здесь что я настраиваю? Здесь я, получается, максимальную частоту кадров ставлю 165, такую же, как у меня получается максимальная на мониторе герцовка. И ставлю режим низкой задержки на включить. Если у вас процессор мощнее, чем видеокарта, можете поставить ультра, дополнительно будет нагружаться процессор, задержка ставить чуть-чуть меньше. Предпочитаемая частота обновления ставлю высшая доступная. Далее применяю, и на этом все. После этого настраиваю Windows. Немножечко сейчас покажу, как его оптимизировать для игры. Погнали. Входим в Windows, параметры, игры. И если у вас процессор Ryzen 7950X3D, либо 7900X3D, обязательно включайте, потому что геймбар дает приоритизацию видеокарты для игр, и игры работают лучше. Если у вас другой процессор, обязательно выключайте геймбар, потому что он нагружает систему дополнительно, вы теряете FPS. Потом переходим в игровой режим. Игровой режим
включаем. Он как бы оптимизирует наше железо именно под ту игру, в которую мы играем. Если вы стримите, как я, параллельно, когда играете, обязательно отключайте этот режим, потому что OBS в этом режиме неадекватно работает. После заходим в настройки графики и включаем планирование графического процесса с аппаратным ускорением. Это уменьшает нашу задержку, и игры более становятся отзывчивыми. После этого идем в записи, отключаем все галочки, запись в фоновом режиме и так далее. Это нам не нужно. Еще одна фишка. Заходим в панель, система и включаем питание и спящий режим. Заходим в дополнительные параметры. Здесь постоянно раньше все рекомендовали включать высокую производительность, максимальную. Но последние тесты людей, которые занимаются оптимизацией винды, говорят, что сбалансированный — это самый лучший режим на данный момент. Он ставит максимальные частоты процессора, при этом игры не вылетают, все четко работает. Ставьте сейчас сбалансированный, это сейчас имба. Ну и, конечно, базовые рекомендации: поставить XMP профиль на вашу память, чтобы память работала с максимальной частотой, обновить винду, обновить чипсета драйвера, обновить драйвера видеокарты и обновить саму винду. На этом, наверное, все. Напишите, помог вам этот гайд улучшить геймплей игры, плавность и так далее. И напишите, как вам ФК-26, кайф она или такая же помойка, как обычно. С вами Черник Стайл был. До скорых встреч. Пока, приходите на стримы.